Советский Союз, начало 1970-х годов. Радиолюбители со всего мира начинают обнаруживать странные непонятные гудки в эфире на частоте 4625 кГц. Интерес к таинственной частоте начинает постепенно нарастать во всем СССР, а также и за его пределами. Иностранцы прозвали радиостанцию «Жужжалкой». Радиолюбителями выдвигались различные версии происхождения сигнала. Какое-то время юные радисты считали, что данный сигнал идет из космоса и выполняет различные роли для связи с Землей и монетизирования обстановки. Но в один из прекраснейших дней гудки прекратились, и в эфир вышел мужской голос, который диктовал набор чисел и имен. Это явление было редким для радиостанции. С 1970 года и по 2000-е годы УВБ-76 выходила в эфир всего 4 раза. Я УВБ-76. Я УВБ-76. 8008. Ромал 74 27 99 14 единица восьмерка 0 0 восьмерка Борис Роман Ольга Михаил Анна Леонид семерка четверка, двойка, семерка, девятка, единица, четверка. Интерес к секретностям СССР нарастал, как бабушкины булки на дрожжах, и юные радиолюбители ждали, что после распада Советского Союза УВБ обязательно выйдет в эфир. Но нет, как гудело, так и гудит. После развала СССР было раскрыто множество секретов всего мира, но не этот. Радиолюбители пытаются понять смысл шифровок и общую структуру сообщения, но это оказывается невозможным. Вернемся к шифровке за 1997 год. Общую структуру кодированного сообщения можно разделить на 4 части. Первая часть кода – это позывной источника сообщения. Позывные представляют собой набор рандомных символов и чисел, либо же названия, абсолютно никак не привязанные ни к положению станции, ни к ее назначению. Далее следует набор цифр или шифровка, в которой содержится закодированная информация с помощью шифра Вернама. Вернам Гильберт – американский инженер по телекоммуникациям. Наиболее известен тем, что в 1917 году, работая в сфере криптографии, изобрел усовершенствованный полиалфавитный поточный шифр и ввел в обращение успешную инновацию – шифроблокнот с одноразовыми ключами, использующий так называемый шифр Вернама, для которого доказана абсолютная криптографическая стойкость. То есть для кодирования одного сообщения используется строго одна страничка специального шифра блокнота. После передачи сообщения страничка уничтожается. На другом конце радиолинии происходит дешифровка сообщения с помощью такого же блокнота. После дешифровки страничку опять же уничтожают.
После шифра идет набор имен. Записав первые буквы каждого имени, получим позывной. Значение позывных знают лишь сами военные. Далее идет опять закодированное сообщение шифром Вернама. Наступают спокойные 2000-е года, и УВБ-76 все чаще выходит в эфир. Все больше радиолюбителей по всему миру начинают вести дневники с сообщениями от УВБ-76. Но от этого никому не холодно и не жарко. И вот уже в середине нулевых наконец-то радиолюбителям удается запеленговать источник сигнала, который слышно практически на всю планету, за исключением США и Австралии. Все пеленгаторы указывают на военный лес рядом с поселком Поварово Московской области. В 2010 году УВБ-76 уже бьет все рекорды по передаче сообщений – 5 посланий за один год. Однако 10 сентября этого же года радиостанция дает последнее послание с позывным УВБ-76 и пропадает. УЗ-Б-76. 27 416. Татьяна, Роман, Елена, Константин, Анна, Татьяна, Ольга, Роман, 52 50 10 95. Анна, Роман, Елена, Ольга, Григорий, Роман, Анна, Федор, Иван, Яков, 18:05 35:23. Татьяна, Роман, Елена, Константин, Анна, Татьяна, Ольга, Роман, 52 50 10 95. Анна, Роман, Елена, Ольга, Григорий, Роман, Анна, Федор, Иван, Яков, 18:05 35:23. Радиолюбители сталкера тут же устремляются в поселок Поварово, но их встречают лишь опустошенные здания и остатки аппаратуры. Остались также маловажная документация и прочие интересные бумажки. В прошлых выпусках мы тоже посещали руины этой радиоточки и даже нашли до сих пор работающую аппаратуру. Но проходит пару месяцев, и сигнал снова появляется в эфире, и уже с новыми позывными. И все становится куда интереснее.
Но ясности, что это за чудная частота и для чего до сих пор нужна, непонятно. Бывший ОБ-76 стала вещать с разных позывных. То есть можно сделать вывод, что теперь это не одна станция, а целая совокупность. И это только усиливает неизвестность данной станции. В итоге, некоторые радиоточки удается запеленговать и даже предположить, какие к ним привязаны позывные. Но опытные радиолюбители продолжили поиск столь таинственной радиостанции. Первый сигнал удается запеленговать в Ленинградской области. Затем радиолюбители начинают утверждать, что сигнал был пойман в подмосковном Наро-Фоминске, а также в Воронежской и Псковской областях. 11 ноября 2010 года маркерный сигнал УВБ снова прерывается, и в эфир первый раз за всю историю выходят военные. Оперативно дежурного по бригаде. Дежурный полсуда, Дежурный полсуда Надежда, прапорщик Николаев. У нас пропал за Судаком, Надежда Судак. Вулкан он тоже пропал. Сейчас Вулкан разбирается, в чем причина. Еще раз, Надежда Судак, Да. Вулкан Судак. Да, Вулкан Судак, да. Там это между Вулканом и Судаком какая-то проблема. Хорошо, остановись, нас возможно, сначала тренировку и потом оповестить, что снизу Вулкан. Я понял. Так и пока. Ну да, я должен с этим узлом отзвониться. Они должны... Да, они же мне вышли на вас. Я за летокон хотел уточнить. На летоконе только дежурный механик дежурит. Ему надо звониться? Я понял. Судак. Алло, говорите. Судак. Оперативный дежурный на бригаде. Занят. Занят, я понял. Так. Артем, ну ладно, сейчас. Выйди на дежурную службу, они не сидят. Ну давайте дежурную службу. Судак 23. Я слушаю, Судак. Не ответил мне ни дежурный по связи, ни оперативный дежурный. Вы просили дежурного по связи? Я просил оперативного дежурного, сказали, что он сидит вместе дежурного по связи, что он занят. Сейчас, минуту. Это дежурный Надежда, прапорщик Николаев. Я вас не понял, сейчас за реальное время вы объявляете контрольный звонок или как? Еще раз не понял. Вот контрольный звонок вы сейчас объявляете? Да. Все понял, пожалуйста, вас не понял. Блокнот 29. Судак. Алло. Алло, Судак. Я блокнот, я слушаю вас. У меня соединение были с Надеждой. Переговорил абонент, нет? Да. Не. На новой радиостанции пропадает маркерный сигнал и нарушается работа станции. Операторы УВБ в срочном порядке начинают выяснять, в чем дело, и проводить контрольные звонки по разным точкам. Становятся известны имена некоторых сотрудников и позывные некоторых станций, в частности, позывной «Вулкан». По некоторым данным, «Вулкан» — это позывной Генштаба России. Через неделю после этого получасового эфира военные опять выходят в эфир. Внимание! Говорит дежурный по штабу. Говорит дежурный по штабу. Приказание начальника штаба округа номер 215. Приказание начальника штаба округа номер 215. Касается авиационно-навигационного управления, управления связи, службы защиты государственной тайны, управления войск СПЗ,
Управление инженерных войск. Служба ракетно-артиллерийского вооружения. Автомобильной службы. Служба ГСМ. Продовольственной службы. Вещевой службы. Медицинская служба. Управление воспитательной работы. Финансово-экономического управления. Северо-западное крыло. Повторяю, касается организационно-авиационного управления. Управление связи. Служба защиты государственной тайны. Управление войск РКБЗ. Управление инженерных войск. Служба РАФ. Автомобильная служба. Служба ГСМ. Продовольственная служба. Вещевая служба. Медицинская служба. Управление воспитательной работы. Финансово-экономического управления. Северо-западное управление. Северо-западное крыло. Представителям данных управления отделов служб прибыть дежурному по штабу для получения приказания. Сообщение закончено. В 2013 году ВБ-76 вывела в эфир команду 135, означающую учебную тревогу. А в 2014 году во время передачи маркерного сигнала произошло коммутирование канала 31-2-4-10 Москвы и Генштаба «Вулкан», предположительно находящегося в Санкт-Петербурге. Алло, что ты не слышал? Да я не знаю, что только что был. Господи, ну куда? А кто там сегодня? Ну, у нас все кончено, я не знаю. Понятно. Алло, и что делать? А ты заново их вызывать? Не знаю. Так, Маш, а какой это канал по Вулкановске? 31-2-4-10. О, сейчас повеси секундочку, хорошо? А еще раз какой? 31 какой? 31-2-4-10. 4-10? Да, сейчас пишу. Алло. Слушай, а ты посмотри, пожалуйста, еще. Ну, сейчас я только сама на них выйду. А еще посмотри канал. Наверное, все эти ошибки символизируют нашу нынешнюю Россию и отношение к делу в целом. Но не будем о грустном, а перейдем непосредственно к самому зашкварному моменту. 24 декабря 2017 года в эфире снова пропадает маркер, и в эфир выходит следующая запись. Неопытные слушатели считают, что произошел взлом радиостанции, но на деле это не так. На самом деле все куда проще. Данную запись слушали не все регионы, которые покрывает УВБ-76, а только лишь Московский и Тверской. Радиохулиганы, предположительно с позывным «Масяня», развернули передатчик где-то в этих областях, выполнили подавление маркерного сигнала или же дождались его отключения и вышли в эфир с данными лозунгами. Но остается один вопрос: если они ждали, что именно в это время стихнет УВБ, то каким образом они про это узнали, остается тоже загадкой. Тем не менее, УВБ-76 до сих пор вещает в эфире и работает в штатном режиме, хотя пропадание маркера и прочие странные звуки стали нормой для радиостанции. Мало того, стали слышны на фоне разговоры и даже азбука Морзе. До сих пор на эту частоту можно настроиться и послушать ее. Интересно как? Понравилось видео? Тогда ставь свой радиолюбительский лайк, оставляй комментарий и подписывайся на мой канал.